комментариях прозвучал вопрос, когда осенью обрезать олеандр? Ну, давайте на него попытаюсь ответить вам. Первое, что вам нужно знать, олеандр цветет на побегах прошлого года. Вот, собственно говоря, из этой фразы все понятно, когда его обрезать и как. Но все-таки давайте поподробнее. Вот хороший пример. Это олеандр. В прошлом году здесь была одна ровная веточка, на верхушке которой было соцветие. В принципе, я мог бы так его оставить. В этом году этот побег опять же цвел. Но я пожертвовал цветением этого года, и я его обрезал. Вот на такую высоту. Кстати сказать, я показывал вам весной, как я его пересаживаю, как я его обрезаю. Для чего я это сделал? Я пожертвовал цветением, но после этой обрезки проснулись спящие почки, и выросло 1, 2, 3, 4, 5, 6 новых побегов. В этом году он не цвел, но в следующем году все 6 этих побегов дадут цветение. На верхушках образуются цветочные почки, и они зацветут гораздо обильнее, чем если бы цвела вот эта одинокая палочка. А дальше начинается самое интересное, начинается ваше творчество. Ваш куст будет потихонечку развиваться, расти, будут образовываться новые побеги, и вам нужно будет принимать решение. Либо эти побеги снова укорачивать, прищипывать, для того, чтобы их образовывалось все больше и больше, чтобы куст становился пышней и цветение, соответственно, было пышней. А какие-то оставлять на цветение. Вот я в этом году пожертвовал, потому что маленький был саженец, ничего страшного. Но сейчас, конечно, я так поступать не буду. Я буду ветки оставлять на цветение. Но некоторые, может быть, прищипывать, чтобы, повторюсь, куст становился пышней и чтобы цветения было больше. Надеюсь, вам понятно. Все ветки не обрезаем сразу одним махом, потому что лишим себя цветения. Возможно, прищипываем или обрезаем некоторые ветки. То есть что-то оставляем на цветение, а что-то обрезаем для образования новых веток. Естественно, куст олеандра с годами начинает стареть. Ну, вот эти нижние ветки становятся толстыми, одревесневшими и по большому счету лысыми. Все уходит наверх, и листва, и цветение, все будет там наверху. Кусты олеандра довольно большие, даже в контейнерах вырастают. Как поступать? Ну, олеандр можно омолаживать. Это значит проводить радикальную обрезку. Но опять же, наверное, не стоит обрезать олеандр полностью, оставляя только пенечки внизу. Да, новые ветки отрастут, но как бы не очень хорошо это будет смотреться. Поэтому опять же омолаживать стоит постепенно. Какую-то старую ветку обрезаете, что-то оставляете. Ждете, когда снизу отрастут новые побеги. На следующий год удаляете следующую ветку. Вот так постепенно ваш олеандр вы и омолодите. Следующий вопрос, когда его обрезать, осенью или весной? Ну, собственно говоря, можете осенью. Вот цветение закончилось, в октябре его спокойно можно обрезать. Я всегда это делал весной, но я это делал исключительно из меркантильных соображений. Весной я некоторые ветки обрезал, делал из них черенки, эти черенки укоренял. Ну, а потом, естественно, реализовывал. Поэтому я делал это весной. Вы можете осенью, а можете весной, как вам больше нравится. Ну, еще пару замечаний, раз уж про олеандр сегодня речь пошла. Этот кустик весной очень сильно заболел, щитовка на нем появилась. Избавился от нее очень простым способом. Химикатов здесь нет никаких, ну, в Германии с этим как бы так сложно. Я взял обычное средство для мытья посуды, немножко добавил воды, взбил обычной губкой такую густую мыльную пену, и этой мыльную пену нанес на все листья. Ну, кустик был маленький, саженец, то есть это в принципе несложно было. Выдержал минут 15, все абсолютно листья, побеги, минут 15 выдержал эту пену, а потом струей воды с рассекателем из шланга под давлением очень хорошо, тщательно все это помыл. Положил его на бок, чтобы туда мыло не попадало в землю. И все это дело смыл. Великолепно, сразу пошел в рост, сразу зазеленел, сразу просто результат был налицо, буквально сразу. По поводу зимовки олеандра. Ну, здесь олеандры даже в контейнерах зимуют прямо на улице. Я вижу их тут регулярно, их тут много. В принципе, морозы здесь зимой сильно не бывают, но в прошлом году минус 7 было пару дней. Я не знаю, какие морозы будут в этом году. В общем, держу под контролем. Если мороз будет ниже минус 5, я буду заносить, конечно, их в какое-то холодное помещение, в мастерскую. Ну, в Украине, естественно, лучше бы найти для зимовки гарантированный вариант. Это холодное помещение с температурой плюс 10, плюс 15. У меня в Запорожье они при плюс 15 где-то зимовали, иногда плюс 13, вот в таком. При такой температуре, в принципе, света им много не нужно. Можно вообще, по большому счету, они там в темном углу стояли, фактически без света. Но не забывайте их иногда поливать. Ни в коем случае не пересушивайте земляной ком. У всех растений, которые зимуют в подвале где-то или на веранде где-то на холодной
периодически поливайте. Влажность там всегда должна быть. Это живое растение, влага ему нужна даже зимой. Вот свет при такой низкой температуре фактически ему не нужен. Еще один очень важный нюанс про цветение. Кто-то, наверняка в комментариях об этом напишут, что они цветут на побегах этого года. Да, такое бывает. Если климат теплый, то в принципе вот на концах этих побегов осенью, в сентябре, в октябре даже, ну здесь в Германии в октябре, могут появляться цветы. Ну, нельзя назвать это пышным каким-то таким настоящим цветением. Одиночные цветочки появляются. Ну, аналогия. В Киеве цветет осенью сирень. Она весной должна цвести, но она цветет и осенью. Вот такие аномалии сейчас все чаще и чаще происходят. Но, повторюсь, основное цветение на побегах прошлого года. Так что не удивляйтесь, если видите молодые побеги и осенью на них цветочки. Это аномалия. Ну и, конечно, стоит напомнить о том, что олеандр растение ядовитое. Поэтому соблюдайте осторожность. Ни в коем случае вот это все в рот не берите. Мало того, у некоторых людей прикосновение, ну просто прикосновение рукой к листьям, к веткам вызывает аллергическую реакцию на коже. Поэтому, когда будете с ним работать, обрезать, если вдруг решите, одевайте одежду с длинным рукавом и одевайте перчатки. Ну и потом, естественно, мойте тщательно руки. У нас сегодня по прогнозу ночью обещают +1, +2 градуса. Что это значит? Это значит, что вот эти все комнатные растения нужно не забыть занести, иначе вы их можете потерять. Они у нас все лето здесь простояли, сейчас их нужно занести. Что нужно перед этим сделать? Нужно проверить их, нет ли там каких-то болезней или вредителей. Все-таки это улица. Я всегда говорю, устройте им карантин, не заносите их сразу в дом. Поставьте их где-то в каком-то помещении, где все-таки теплее будет, чем на улице, и обработайте. Для чего? Чтобы потом в жилом помещении зимой не пришлось вам этого делать. Лучше обработать где-то в сарае, в гараже, например. Ну, у меня мастерская для этого есть. И потом уже заносите их в дом. Инжир на столе лежит. Сегодня наконец-то собрал урожай. Ночью будет заморозок, а он только начал созревать. Сорт очень неудачный для этой местности. В этом году особой жары не было. Поэтому вот только-только в середине октября он начинает созревать. Не знаю, соберу ли еще плоды, ну хоть какие-то. Ну, собственно, на сегодня все. На вопросы, надеюсь, ответил. Пишите комментарии, если что. Всего доброго.